Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Сегодня в этом видео мы будем пробовать тестировать средние шипы от фирмы Доктор Нибауэр Агрессор. Ну, вы видите, довольно агрессивная такая обложечка, рука, которая тянется, хочет поцарапать оппонента, тем самым победить его. Ну что сказать, я играю этими шипами 3 недели, прежде чем снимать это видео. Скажу, что по скорости, на мой взгляд, в толщине, например, 2.0, они сопоставимы с Вараном 2. Вот. В этом ролике будем тестировать в толщине 1.5. Эта толщина позволяет как успешно держать оборону, вот, так и играть очень агрессивно в атаке. Вот, скорости вполне хватает. Вот. На каком основании? На основании Доктор Нибауэр Джекпот, это оффовское основание. Вот. Ну и в конце, естественно, попробуем на основании другом, в данном случае это Allround, Доктор Нибауэр Феномен. Посмотрим, как они ведут себя. Помогать мне будет игрок высшей лиги Сергей Барановский. Ну и начинаем традиционно с подрезки. Подрезка этими шипами имеет небольшой сцеп. В целом классическое движение вперед, мяч летит. Вот. Ну, конечно, он плосковатый, соответственно, те, кто классически срежут в ответ, мяч завысится и можно сразу забивать. Вот. Резать удобно, подрезать, удобно оставлять коротко, тоже так можно чуть дернуть и оставить подачу коротко. Распихивать вот такой, как принято популярное слово, лифтинг делать, мне некомфортно, не просто. Вот, например, КО было легче делать. Здесь же удобно подрезать, оставить, можно толкнуть. В целом это все позволяет и делает с большим контролем. Пробуем накат. Накат очень интересный. В каком плане? Очень контрольно. То есть очень контрольно вы делаете, мяч попадает, прощает какие-то углы, где-то закрыли, мяч все равно попадает, потому что накладка, как я уже говорил, ближе к жестким, имеет небольшой сцеп, и поэтому можно даже путать соперника. Вот на видео там можете обратить внимание, ошибки Сергея. То есть я где-то подкрутил мяч, а где-то его плоско вдавил. И порой вот эта разница не всегда видна сопернику. Вот. Очень хороший контроль. Конечно, сопернику тоже так где-то не просто играть по такому мячу. Вот. Но еще, если вы добавляете эти вариации, то, соответственно, можете осложнить игру противнику. Что еще можно отметить? Можно отметить то, что этими шипами можно играть как очень быстро, так и можно быстро и потом делать такой пассивный слабый мяч под сетку, чтобы дергать соперника. Все это тоже позволяет делать очень комфортно. Сейчас мы попробуем начало по подрезке.
Начало по подрезке очень контрольно. То есть все летит в стол, причем двумя способами. Это можно и открывать ракетку, и делать вот такое движение, переворачивать. Вот. И второй способ — это подкручивая мяч, тоже мяч перелетает через сетку. Более агрессивно, так как у нас агрессор, это первый способ, где плоско вы открываете и подбиваете. Но запутать соперника можно, придав вращение, он думает, что плоско, и в контрударе, естественно, может совершить ошибку. Сейчас мы посмотрим блоки. Так как блок невероятно просто контролен, то я решил два вида блока, можно сказать. Это первый вид, вот сейчас вы видели, это по топсам таким пассивным и средней силы. То есть просто вы поставляете ракетку, варьируете, и мяч неизбежно вернется на сторону соперника. Нету ни срывов, нету ничего, все четко вы возвращаете. Порой можно даже расслабиться, стоять на прямых ногах там, и возвращать. Но интересно, когда идет усиление и сильные топсы. Давайте посмотрим, как ведут себе эти шипы. Даже по сильным топ-спинам получается очень контрольный блок. Что интересно, если удается мяч встретить на столе, тогда получается низкая траектория, и второй сильный топ-спин сделать неудобно. Конечно, где-то если не получили эту точку прямо со стола, немножко отошли, мяч завысился, и там, так как времени много, соперник может сделать второй сильный топ-спин. Но я вам скажу, что контрольно, нету срывов, все, если правильно рассчитали, вышли, мяч возвращается на стол. Очень интересно, наверное, блок очень, одной из сильных сторон этих шипов. Давайте посмотрим контр-удары. То есть соперник делает топ-спин, а навстречу мы будем пробовать делать накат. Что с этого получается? Конечно, контратаки, я уже много раз говорил, что это элемент, который требует хорошей технической подготовки, тренированности, ну и так далее. То есть надо оценить приходящий мяч, силу вращения, влияет на контратаки и скорость, с которой выполняется топ-спин. Если говорить за среднюю скорость и за высокие траектории, то здесь что интересно, вот, например, если вараном я делаю контратаку, я закрываю угол и провожу ракетку вперед.
чтобы компенсировать вращение, то здесь как раз закрывать угол не надо. Здесь вот надо поднять ракетку и сверху вдавить мяч после топ-спина соперника. Как бы вот так вот вдавливаете, бьете. Вот. Тоже получается довольно контрольно, мяч четко летит, если подняли, правильно сыграли. Тут главное не допустить ошибку, не сыграть снизу по этому мячу, тогда он улетит за стол. Вот. Можно играть, как видите, и контратаками, и в скоростную игру, что довольно так непривычно, что раз-два можно сразу раскидать. Сейчас мы посмотрим перевод по прямой, то есть я поиграю треугольник, вот, и Сергей поделает топ-спины. Что с этого получилось, смотрим. Вы видели, некоторые розыгрыши были просто-таки безнадежные. Если я хорошо переводил в угол, потом сразу в другой, мяч летел низкий, с разным вращением, и порой Сергей даже не успевал, перекладывал ракетку, чтобы левой рукой хоть как-то сыграть этот мяч. Очень интересно, то есть можно подать быструю подачу, сразу перевести. Начали по подрезке тоже сразу перевести в прямую, потом влево и дождаться удобного мяча для завершения атаки. То есть это шипы позволяют и играть в такой теннис. Вот. Также я обращу ваше внимание на то, что можно этими шипами делать массу укоротов. Когда следует топ-спин, вместо агрессивного блока вы просто делаете короткий блок, мяч падает под сетку, и сопернику это рвет ритм. Вот, порой это надо сыграть с ног вперед, что приводит, естественно, к ошибкам. Некоторые виды укорота сейчас мы посмотрим. Вы видели игру укоротами. Вообще укороты довольно грозное оружие. Если подобрать в определенной толщине под основание, можно поставить, например, all минус и 1,8, 2,0, или, допустим, 1,5 и off, или, может быть, 1 миллиметр, самые различные толщины губки, то можно добиться вот этого укорота, что прямо под сетку после наката, после топ-спина соперника. И это очень сильно разрывает такой темп. Вот. Соперник после топ-спина традиционно ждет блок, что мяч отлетит на край стола для повторного топ-спина, или ждет контратаку. А здесь раз под сетку приходится тянуться, сильно не сыграешь, отбрасываешь и, естественно, получаешь разящие атаки. Вот. На основании феномен доктор Нибауэр, это all-round основание, я наклеил агрессора. Вот, и сейчас слева попробуем, поиграем, посмотрим, как ведет себя в различных элементах эти шипы. Смотрим.
Попробовал, поиграл. Ну что можно сказать? Невероятный контроль. То есть вы сами видели на видео, Сергей вращал разные вращения, топсы. Я просто стоял, просто как бы подыгрывал, играл различными углами, все попадал. То есть тут как бы довольно легко было. Давайте сейчас посмотрим розыгрыши, когда я просто стою и ничего не делаю, а задача Сергея выиграть у меня очко, правда атакуя влево. Смотрим. Вы сами все видели, просто тотальный перевес. Сергею все время надо найти сильный мяч, выйти ногами и сделать сильный топ-спин. Если же он делает слабый топ-спин, просто перевод, отдает мне мяч, все что другое, я сразу играю в неудобные точки, разбрасываю, надавливаю. Это я еще играл пассивно, была возможность где-то добавить активные розыгрыши. То есть, видите, игра непростая. Не просто выиграть, пробить такую оборону. Вот. Вообще, играя таким сочетанием на основании феномен и агрессором, я, например, играл с различными игроками рейтинг 30-40, я имею в виду в тренировочном плане, то в конце концов начинаешь даже лениться. Ну ничего не делаешь, просто стоишь, мяч все время возвращается, ну что там напрягаться. А игрок пыхтит, пытается там что-то накрутить, мажет и отчаивается в конце концов. Вот. Но в то же время я играл с игроками, рейтинг которых больше 60. Тут уже, конечно, мне приходится потеть, угадывать, искать возможности контратаки, переводов и так далее. Ну, собственно говоря, из этого и состоит теннис.
Шипы агрессор. Реально ли ими играть в нападение? Да, реально. Реально ли ими играть на большой скорости, оказывать постоянное давление? Да, тоже реально. Можно окопаться в обороне, прекрасно себя показали и в блоках, и в короткой игре. Вот. То есть это шипы для самых разных стилей. Если нападающий, вполне можно поставить и разбрасывать, переводить. Если склонен к тому, чтобы выжидать ошибки и завышенных мячей, тоже можно поставить, подобрать комбинацию губки, основания и тоже чередовать разбросы, наискось, коротко, оказывать различное давление. Что еще можно сказать об этих шипах? Вы знаете, ну я играл, естественно, многими шипами, но отличие этих шипов это контроль. Мне очень контрольно. То есть прощает где-то все-таки, вот, закрыл угол, но мяч все-таки попал. Ты видишь, что низкая траектория. Там, где мяч у некоторых шипов идет срыв из-за неправильной подачи, ну, неправильного удара в той точке по мячу, которая необходима, здесь все-таки это прощается. Вот, конечно, игра на высоких скоростях, я уже говорил не раз, требует технической подготовки, надо все-таки тренироваться на этих скоростях. И тут уже, конечно, если в угол ошиблись, мяч улетит или свалится в сетку. Вот. Но это я уже говорю для ребят, рейтинг которых там 55 и выше, 60 и выше. Ну, что еще можно сказать? Агрессор. Довольно странное название, учитывая, что вы видите, какие пассивные возможности у этих шипов, что прекраснейший блок, игра на столе и все-таки агрессор. Почему? Я считаю, что вот этим названием Нибауэр хотел показать, что мячи летят и разные, и в то же время привычные, и это создает такую как бы игровую агрессию. Срезали сопернику, ну что, срежет в ответ, надо обязательно обработать мяч, если не обработаешь, завысится. Сделали накат, надо чуть-чуть приоткрыть ракетку. Ударили плоско, так, летит подрезка, надо подсесть ногами и накрыть. То есть сопернику все время надо проходить вот эту адаптацию. Возможно, именно в этом состоит агрессор вот, от доктора Нибауэра. На этом все. С вами был Максим Черепнин. Изучайте теннис, играйте различными стилями и, конечно же, побеждайте. Увидимся.